Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера Wet Dreams Dry Times. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Там ничего нет. О, ты двигаешься в верном направлении. Да, теплее. Твои руки тоже согреваются. Нашел. Что это? Как это поможет мне с банкоматом? О, это мой пропуск за кулисы концерта Леди Гаги. О, поверь мне, я была глубоко за кулисами. Ну ладно, хорошо, что хоть не огурец. Ищи еще. Постой, это... Так, нащупал. Ладно, это... Она понадобится тебе для криптобанкомата. Каждый раз, когда мне кажется, что я начинаю понимать этот мир, происходит нечто подобное. И я даже не могу спросить у Пай, что это значит. Блин, а без Пай как-то неудобно. Эй, куда делась дверь в женский туалет? А все, а надо было раньше. Кончилась дверь. Итак, мы вернулись. Ларри, ты где там бродишь? Итак, проходим. Итак, я предлагаю Нари все-таки рассказать, что мы блокчейн-то этот взяли. Эй, Нари! Так, зачем? Чего нужен адаптер? А что такое темный интернет? Я получил от контрабандистки цепочку блоков. Отлично, я знала, что на нее можно положиться. Она пошла невероятной жертвой, чтобы передать мне запасную часть. Я тоже. Прошу прощения. Я не хочу об этом говорить. Что такое темный интернет? А ты не знаешь, что такое темный интернет? Это какой-то интернет. Ну, это не то чтобы неверно. Темный интернет — опасное и сомнительное место. Оно особенно вне закона. Нам надо достать то, чего ты не найдешь больше нигде. Теперь мне стало интересно. Но нельзя допустить, чтобы в темный интернет можно попасть только через топ. А попасть в этот топ... Тут начинаются сложности. По правде говоря, прямо сейчас попасть туда не так-то просто. Потому что комендант исчеркал мои указания какими-то безумными каракулями. Ну ты парень находчивый, Ларри. В темном интернете рассчитываются не долларами, а криптовалютой. Криптовалюта Клиткоин в последнее время подскочила в цене, теперь ее принимают повсюду. Тебе понадобится кошелек, одержи. Я создала фиктивный аккаунт с крупной суммой для этого кошелька. Получить деньги ты сможешь в криптовалютном банке, в тоннелях, но у него есть дефект. Наша контрабандистка должна была добыть для нас запасную часть, тебе нужно получить ее. Затем ты сможешь перевести криптовалюту своего кошелька, так что иди и купи адаптер в темном интернете. И это все? Да. Ты заберешь запчасть для криптобанка у контрабандистки. Она выбрала женский туалет как тайное место передачи. Тебе нужно будет найти его в тоннелях. Для чего нужен адаптер? Мисс Фейт ввела слив 3 закона секс-робототехники. Первый закон: пайбот всегда должен быть сексуальным. Ларри. Первый закон: главное правило: пайбот не должен причинять вред человеку. Во время секса это подразумевается. А второй закон: пайбот не может покупать акции. Разумно? Третий закон: пайботы не могут обмениваться информацией между собой. Это чтобы они не объединились в сеть. Я опасаюсь, что Ван хочет этого сделать. Поэтому нам нужен адаптер, чтобы подсоединить нашего измененного пайбота к центральному пайботу и таким образом передать вирус. Как работает адаптер мама-маман? Ты наверняка знаешь, как работает адаптер папа-мама. Конечно, детка, ты себе даже не представляешь, сколько я сам адаптировал. Примерно так, только с обоих концов. Ничего так себе, нужна какая гибкость. Ладно, еще увидимся. Ладно, я, короче, предлагаю сваливать отсюда и как можно быстрее.
У нас, в принципе, есть карта, которую мы взяли со стола в этом штабе. Я предлагаю открыть дверь вот этой картой. Теперь я ее открыл. Отлично, Ларри, входим. Да подожди ты, пошли. Да елки, блин, опять что ли вот эти тоннели дебильные. Итак, подбираем кабель. Я думаю, он нам пригодится. Переходим в следующую дверь. Я думаю, это будет она. Так, это что за фигня, кстати? Ручной сканер. Давай попробуем что-нибудь сделать. Сканер не принимает мою великолепную руку. Я не знаю, как открыть эту дверь, поэтому проходим вот сюда. Кстати, вот это что такое? Это же батарейка. Я думаю, она нам пригодится. Довольно тяжеловатая, наверное, заряжена. Заряжена. Ладно, проходим в следующую дверь. Отлично, криптобанк получается. Факторы, непреодолимая дверь. А нам надо, получается, получить папки, что ли, получается здесь. Ладно, давай попробуем. Блокчейн вставляем. Это нужно поместить в определенное место. Сюда, что ли? Цепочку блоков, короче, надо поставить вот сюда. Короче, я не могу клиткоины достать, ребят. Надо, короче, отсюда уходить, искать новые пути. Ты вспомнила, где заперт Биджей? В тюремной камере под слив. Попасть туда было довольно сложно. Посмотрим, могу ли я вспомнить. Сначала я пошла на север, в конце концов вышла из двери тоже на север. Я ни разу не поворачивала назад и не возвращалась через одну. Я дважды проходила в каждом направлении, но второй раз был после того, как уже прошла по разу в каждом. Это что за загадки? О, чуть не забыла самое главное. Никогда ни за что не поворачивай против часовой стрелки. Я попытаюсь. Я предлагаю, короче, пойти найти вот этого Биджея все-таки. Сейчас опять будем бродить по вот этим катакомбам, всякой вот этой фигне. Сейчас по туннелям надо найти путь к тюрьме Биджея. Много часов спустя. Биджей, это ты? Оставь меня. Ребята, бродил по коридорам, а метки, получается, на нашей карте в кармане, они ни хрена не совпадают. Просто тупо рандомно сохранялся, бегал, короче, получается, из комнаты в комнату. Ребята, у меня ушло на это 40 минут, реально. И я зашел в какую-то комнату, я успел прям нажать на запись. Вот, короче, объясняю все, что было. Итак, это я, твой старый приятель Ларри. Я знаю, это мне не поможет. Уходи. Скажи, ты случайно не помнишь главный пароль слив? В то время, когда ты был генеральным директором. О, вот почему ты здесь. Ты хочешь меня использовать, великий Ларри Лаффер. Сначала он срывает презентацию, которая должна была стать пиком моей карьеры, затем взрывает мою голову. Виллу Фейт. И теперь он хочет освободить меня. Нет, он хочет узнать главный пароль. С чего ты решил, что я тебе его просто так скажу? Во имя борьбы с тиранией. Да, я действительно от нее пострадал. Но это не объясняет, почему я должен сказать тебе пароль. Теперь иди прочь, оставь меня в покое, а я жертва, узник совести. Он впрямь вжился в эту роль. Что с тобой случилось? Ты так внезапно покинул Кончитас. По доброте душевной хотел бы помочь этому никчемному бармену привести в порядок его бизнес. И в чем он меня? Он, в общем, меня прогнал. А потом моя яхта пошла в страшный шторм. Она затонула и оказалась на острове с очень странной гостиницей. Какой настойчивый шторм, никого не упустила. Я подумал, что у него богом забытого островка есть потенциал, но он как-то привлечь туда людей. Я услышал легенду о пещере космического познания, и меня тут же осенило галактический фестиваль. А затем все пошло поперек, по вине и независящие от меня обстоятельств, само собой. Конечно. Так что я купил билет на последний корабль, отплывающий в Лох-Вегас. Я думал, что если кто-то оценит мой опыт и талант, так это будет моя старая компания.
Оказалось, что это не так. Теперь уходи. Подожди. Послушай. Мы знаем, что ты настоящий гений. Но... Ну, ты прав. Я не смог полностью раскрыть свой потенциал, Слив. Но ты был до того, как Фейт тебя наняла. Ты был актером? Да, и что с того? Но роль генерального директора оказалась не самой удачной. Неужели? Ты у нас теперь, значит, кинокритик? Нет, я просто оцениваю женщин по шкале от 1 до 10. Убирайся. Да подожди ты. Послушай. Соберись, тряпка. Не тебе указывать, что мне делать. Блин. Я не хочу об этом говорить, но мне придется. Это все Фейт виновата. Конечно. Кто же еще? Но сейчас мне от этого ничуть не легче. В общем, мы знаем, что ты настоящий гений. Ну, ты прав, я не мог полностью раскрыть потенциал и так далее. И что с того? Надо, короче, его задобрить маленько. Ты должен был взять Оскар за свою работу, Слив. Ты правда так думаешь? Ты был чертовски убедительным генеральным директором. Я бы купил любой пафон от твоей компании. Спасибо. Наконец-то кто-то оценил мои усилия. Фейт вечно только критикует. Я совершил одну маленькую ошибку в городе, и она устроила целую драму. Тебе тяжело пришлось, Би-Джей. Твое место во главе, Слив. Ты тот человек, который должен знать главный пароль. Конечно, я знаю тот главный пароль. Это... Ты меня почти одурачил, Ларри. Но он нужен революции. Какой революции? Движение против власти Вана. Кто за ним стоит? В общем, кто за всем этим стоит? И Ларри должен ответить, это движение должен возглавить ты. Пожалуй, ты прав. Никто не знает Слив лучше меня. Никто не превосходит меня как организатора, и у меня есть счет Слив. О чем это ты? Ну, ответь мне еще на один вопрос, Ларри. И я в деле, конечно. Если ты так и правда считаешь, что я должен возглавить революцию, ну, конечно. И ты так хорошо меня знаешь. Мы лучшие друзья. И мы делились друг с другом самыми интимными секретами? Какими еще? Точно. Так что ты наверняка знаешь, когда у меня день рождения. Блин, это было в первой части, по-моему. 1, 4, 8. 12, 10, отвечаем 9. Ты прав. О, в самом деле, тебя это удивляет? Ты знал? Или мне нужно задать тебе еще вопрос? Не стоит. Ты нужен революции. Тогда я должен откликнуться на ее призыв. Теперь осталось тебе только тебя мне освободить. В этом нет необходимости. Что? Они забыли ее запереть. Просто ты так... Почему не ушел? Потому что меня никто не воспринимает всерьез. Они даже не затруднились закрыть дверь, тем более причин мне нет здесь оставаться. Ладно, но теперь-то ты выйдешь? Ну ладно. Би-Джей? Мистер Джобс? Я нашел его. Спокойно, ребята, теперь я с вами. С этого момента наши шансы на успех резко возросли. Наши? Ларри, ты должен был узнать главный пароль. В общем, теперь все подчиняйтесь непосредственно мне. Только не он! Я могу снова его запереть, если хочешь. Ладно, забудь. Теперь он здесь, и нам придется с этим жить. Просто следи за тем, чтобы он не выходил из этой комнаты. Команда, ведите меня в курс дела. Сначала нам нужен главный пароль. О, да, конечно, это нервотическое заключение. О, да, теперь я вспомнила. Ладно, Ларри, с этим мы разобрались. Я готов заняться изучением наших революционных планов. Где мне найти свою информацию? Мистер Джобс, не могли бы вы подождать немного здесь? Я все приготовлю. Отлично. Теперь я хочу поговорить с нашим командантом. Лефти, Лефто. Эль Команданте. Так. Ты уже сварил революционное пиво, нормально. Это уже это. Ты начал курить? Как мне попасть в темный интернет? Это не так-то просто, Ларри. Найти его в туннелях еще сложнее, чем штаб. Тебе нужны идеальные, четкие, безошибочные указания. Дай же мне их, Ларри, я человек немногословный.
Я предпочитаю визуальные образы. Это девиз моей сексуальной жизни. Ох, я не хотел бы этого знать. Мне пора, революция не будет ждать. Так, я не понял. Где моя карта? Надо попробовать карту Лефти отдать. Может быть, он все-таки мне все-таки покажет, как правильно дойти до темного интернета. Ты не мог бы нарисовать мне здесь, как найти темный интернет? Ну, конечно, моя инструкция о том, как найти штаб, очевидно, оказалась вполне достаточной. А ведь я даже не успел там что-то там сделать. И она привела тебя в смертельную западню? Нет, я добрался со целым невредимым. Это хорошо. Тогда давай нарисую тебе путь к темному интернету. Но на этот раз без ловушек, и нет в них ничего хорошего. А я, честно говоря, в путь и уже в темный интернет я нашел. Я просто бродил и нашел. Это сюжет. Для тебя это будет расплюнуть. Но помни, тебе нужно пройти через Тог. Нари так и сказала. Ты парень находчивый. И об этом она тоже сказала. Тог, а я в Тоге, по-моему, был. Итак, ребят, смотрим, получается, новую карту. Это указание от Эль Команданте. Но у меня, в принципе, ребят, я путь этот случайно уже в игре, как я говорю, нашел. Этой картой воспользуемся для того, кто не нашел путь, как я. Итак, я перехожу в туннели. У меня, видите, уже к воротам есть, потому что я бродил и как-то дошел. Но опять же, сохранялся, загружался, сохранялся, загружался. Итак, входим в темный интернет. Итак, смотрим, что же это такое. Терминал. Вас приветствует новый терминал выходного костюма. Чем могу помочь? Выбрать продукт. Выберите продукт. Эта линия так осталась на стадии приготовления, сейчас недоступна. Топливо для адаптер папа-мама. В наличии остался один продукт. Какой способ оплаты вы предпочитаете? С помощью кошелька. К сожалению, в вашем кошельке недостаточно клиткоинов для этой транзакции. В смысле, что надо делать? Короче, я понял, ребята, я не пополнил кошелек криптовалютой. Для этого, если мы забыли это сделать, нужно уходить обратно в штаб. И идти, получается, вот уже по этой, ребята, двери. По-моему, мы всегда шли направо, если я не ошибаюсь. Здесь и здесь. Мне нравится, как Ларри быстро переходит между локациями. Так, мы, по идее, в криптобанк засунули вот эти хрени. А кошелек-то не наполнили. Теперь кошелек наполнен до отказа. Так, у меня что получается теперь? Бумажник. Все, бумажник наполнен бабками. Теперь переходим обратно. Слава богу, быстрый переход теперь работает. И возвращаемся обратно вот в этот наш, к нашему автомату, где нужно купить разъем мама-мама. Итак, переходим в тоннели. Здесь можно переходить сразу уже к воротам. Опять же, если мы нашли вход сюда. Переходим. И обращаемся к терминалу. Вас приветствует темный интернет выходного костюма. Чем могу помочь? Выбрать продукт. Итак, нет, Трахоматик Люкс мне не нужен. Адаптер мама-мама. В наличии остался всего один продукт. Какой способ оплаты вы предпочитаете? С помощью моего топорщивающегося кошелька. Транзакция выполнена. Надеемся, вам понравился наш продукт. Возвращайтесь еще к нам. Господи, это что такое? Хорошо, что я разбираюсь в технологиях. Это ужас, я бы даже сказал, ребята.
Ну что, я предлагаю идти обратно к нашим революционерам. Итак, проходим назад в штаб. И переходим в революционный штаб. Ларри, да. Как дела? Все готово. Я узнал у Биджея главный пароль и получил переходник из темного интернета. Отлично, я знала, что на тебя могу рассчитывать. Верно, мисс Фейт? Да, верно. Так, что дальше? Я уже загрузила свой вирус пайбота в штабе. Теперь мы доставим зараженного пайбота на фабрику, соединим его с другим пайботом с помощью переходника. А если пайбот не даст нам это сделать, я хочу сказать, если этот Искин настолько умен, что, как вы говорите, разве он позволит нам это сделать? Вирус передается половым путем. Так что можно просто пайбот Вана посчитал нашего зараженного бота привлекательным и тогда получится волшебство? Можно и так сказать. Хотя я не ждала от тебя никакой метафоры. Два бота, короче, будут в экстазе. Я не в восторге от этого сравнения. Интимная передача данных. Если бы моя Пай все это умела и делала, но ее больше нет, ты уверен в том, что она существует в какой-нибудь другой форме? Хочу тебя обнадеживать. А когда Ван вырвал ее алгоритм, она могла бы сделать резервную копию себя самой. И если она функционировала как искусственный интеллект... Ты хочешь сказать, что моя Пай все еще может быть записана? Чтобы узнать, мне придется просканировать всю систему. Так чего мы ждем? Ларри, я не могу заняться этим, пока мы не победим Вана. Тогда за дело! Да, достанем же зараженного бота на фабрику. А мистер Ван уже помог начать передачу скина другим моделям. Вперед, достанем нашего зараженного бота на фабрику и остановим Вана. И вот наша серия, ребята, подошла к концу. Мы продолжим в следующей серии. Не переключайтесь. Всем пока.